Получайте 10% годовых по накопительному Альфа-счету. Самая высокая ставка в России. Альфа-банк – лучший мобильный банк. Археологи обнаружили находку, которая указывает, что в древности народы использовали животных в качестве дипломатических связей, а в это же время в Британии строили первую домашнюю баню. Ученые определили, какие закуски брали с собой римляне на просмотр гладиаторских боев, а мультяшный персонаж Моана была реальной принцессой в 20 веке. Об этом и не только смотрите в этом видео. Привет, друг, ты на канале Киртоп. 600-летняя английская монета. Больше всего вопросов у археологов возникает после обнаружения находок в необычных местах, там, где их не должно было быть. Так случилось и в этот раз. В Канаде, в Ньюфаундленде, историк-любитель в этом году нашел старую золотую монету, которая была отчеканена между 1422 и 1427 годами. Она считается самой старой английской монетой, обнаруженной в Канаде. Сохран монеты уникальный, будто сделали ее вчера. Золотая монета была найдена где-то на южном побережье Ньюфаундленда. Точное место местные власти скрывают. Они боятся, что сюда съедутся искатели сокровищ с металлоискателями со всего мира. Такие находки редко попадают в СМИ. Если искатели сокровищ проведут свои раскопки, то официальная история может потерять ценные экспонаты, которые могли бы помочь лучше изучить историю средних веков. Кто мог доставить эту монету в Канаду, тоже пока остается в секрете. Если археологи-любители или черные копатели узнают хотя бы эту информацию, им уже будет достаточно, чтобы определить примерное место обнаружения этой монеты и там, соответственно, провести свои раскопки. Пока в Канаде пытаются выяснить, кто доставил монету, в Норвегии уже смогли воссоздать лицо женщины, жившей здесь 800 лет назад. Ученые воссоздали образ женщины. Мы перешли в новое время, когда современные ученые не только на бумажках воссоздают древние события и объекты, а еще и моделируют древних людей в натуральную величину. Эти люди выглядят точно так же, как и сотни лет назад. В нашем случае исследователи из Музея естественной истории и археологии в Тронхейме в Норвегии воссоздали модель женщины на основании скелета, которая жила здесь 800 лет назад. Эта улыбающаяся пожилая женщина точно так же выглядела сотни лет назад и ходила по городу Тронхейм, опираясь на трость. 800 лет назад она даже представить себе не могла, что исследователи в будущем создадут ее 3D-модель и дадут ей новое имя. Сейчас старушку прозвали Тора. Имя выбирали среди жителей путем опроса в СМИ. Никакой информации о женщине, конечно же, нет. Все данные, которые о ней известны, это ее место захоронения и примерный возраст. И даже этой информации достаточно, чтобы предположить, кем она была. В конце 1200-х годов в Тронхейме, в центральной Норвегии, располагалось кладбище, где и были обнаружены останки. Кладбище находилось рядом с центральной улицей, где в то время жили довольно обеспеченные люди, в основном ремесленники и купцы. Поэтому, скорее всего, старушка была из купеческой семьи и прожила довольно комфортную и безбедную жизнь. Долгое время пожилая женщина ходила сгорбившись и опираясь на трость. У нее не было ни одного зуба на нижней челюсти, что для тех времен считалось нормой. Сотрудники музея провели огромный объем работы над моделью. Для пошива одежды и макияжа привлекли лучших специалистов, чтобы максимально точно передать душевность и теплоту тех времен, чтобы у посетителей музея вызывать положительные эмоции, наблюдая за человеком, который жил и ходил здесь 800 лет назад. Возможно, кто-то из посетителей является ее правнуком. Норвегия для археологов одно из любимых мест на планете. Эта страна часто нас радует новыми находками. Одна из таких – это 700-летний корабль. Затонувший 700-летний корабль. Дно крупнейшего озера Норвегии Мьоса между 1940-ми и 70-ми годами было свалкой излишков боеприпасов. Сюда свозили множество оружия после Второй мировой войны. Однако во времена викингов это место было оживленным торговым путем. Поэтому у археологов была цель не только поднять со дна все боеприпасы, но и найти вещи постарше. Ученые создали карту дна озера, которая помогла археологам обнаружить остатки 700-летнего корабля времен викингов. Проанализировав гидроакустические изображения, археологи определили, что корабль сделан из дерева и имеет длину 10 метров. Он расположен на глубине чуть более 400 метров. Хотя изображения и неразборчивые, однако даже это помогает определить, что корабль был построен после 1300-х годов. До этого времени форма кораблей сильно отличалась. До 1300-х годов нос и корма были практически идентичны по форме, а в нашем случае корма имеет выразительную форму. Основываясь на изображениях сонара, заметно, что строители корабля использовали
использовали скандинавскую технику – наложение досок корпуса внахлёст, чтобы сделать судно легче. Археологи подозревают, что судно имеет центральный руль, хотя рули кораблей викингов обычно располагались справа. Из-за плохой погоды и видимости археологам сложно рассмотреть корабль более детально, поэтому изучение объекта и, возможно, его подъем на сушу они продолжат в следующем году. Раньше на мелководье уже удалось обнаружить около 20 кораблей. Однако сейчас археологи пытаются изучить объекты на большей глубине. Озеро Мьоса пресноводное, поэтому корабли могут сохраняться в нем столетиями. Металлические объекты, конечно же, поржавеют, но дерево сохранится, пускай и не в первозданном виде. А вы задумывались, какие закуски брали с собой люди в Древнем Риме, когда ходили на бои гладиаторов? Древнейшая закуска под Колизеем. Не секрет для многих, что канализация Древнего Рима дожила до наших дней и до сих пор пригодна для использования. Сейчас вряд ли кто-то из вас захочет изучать канализацию, а вот археологи занимаются этим давно. Это один из немногих способов узнать, чем питались римляне в древние времена. Больше года они проводят свои исследования под амфитеатром и уже сейчас могут уверенно рассказать, чем питались люди, посещая гладиаторские бои и спектакли. После долгого изучения канализации под Колизеем ученые нашли следы оливок, орехов, мяса, вишни, винограда и инжира, которым не менее 1900 лет. Кроме остатков еды были обнаружены кости медведей, львов, собак и других животных. Скорее всего, эти животные сражались между собой. И самое жуткое, что людям нравилось на это смотреть. И это было вполне легально. Кроме этого, удалось найти около 50 бронзовых монет и одну очень редкую, примерно 171 года, которая была сделана в честь десятилетнего правления императора Марка Аврелия. Канализация – единственное место, где можно найти такие сокровища, как монеты, кости животных и остатки еды. Если для обычного человека все это кажется незначительным, то для археологов и историков это ценнейшие находки. Ведь их стоимость измеряется не в денежном эквиваленте. Судя по костям животных, в бою принимали участие не только львы и медведи, но и маленькие собаки, куры и даже свиньи. Возможно, их использовали в качестве корма, и людям было интересно наблюдать, как голодный лев раздирает свинью и проглатывает маленьких собак. У многих Колизей вызывает ассоциации только с гладиаторами и животными, хотя на самом деле там проходила масса различных мероприятий. Огненные представления, имитация морских сражений и многое другое. Последнее представление в Колизее, которое было задокументировано, произошло 1500 лет назад, и примерно в это время британцы построили первую домашнюю баню. Получайте 10% годовых по накопительному Альфа-счету. Самая высокая ставка в России. Альфа-банк – лучший мобильный банк. Первая домашняя баня в Британии. Не все знают, но Британия тоже находилась под контролем Римской империи, поэтому римские виллы здесь находят постоянно. Свою известность римская вилла в Ратленде получила благодаря 1500-летней мозаике, обнаруженной здесь. Принадлежала вилла очень богатым владельцам. Когда денег очень много, а возможности безграничны, то ты можешь делать все, что угодно. И владельцы решили перестроить свой амбар под настоящую домашнюю баню, где была и парная, и ванна с холодной водой. Такую роскошь, а особенно в те далекие годы, могли позволить себе единицы. Чтобы вы понимали, в наше время владельцев частных самолетов больше, чем 1500 лет назад владельцев домашних бань. Баня, скорее всего, была двухэтажная, имела полы с подогревом, парную и купель с холодной водой. Кроме этого, в бане был тепидариум, или комната со средней температурой, где богатые жители виллы соскабливали ороговевшую кожу металлическим инструментом, известным как стригил. Система отопления в строении могла поддерживать различные температурные режимы. Размеры остатков мозаики 8 на 10 метров, и они единственные в своем роде в Великобритании и одни из немногих во всем мире. Про мозаику я уже как-то рассказывал. На ней изображен сюжет древнегреческого поэта Гомера о герое Ахиллесе и его битве с Гектором в конце Троянской войны. Открытие этой мозаики было самой выдающейся находкой Великобритании за последние 100 лет, а тут еще и баня. Теперь у историков появилось больше материала для изучения Римской Британии, что является важным периодом в истории этого государства. Следующая находка не менее интересная. Археологу-любителю удалось найти древнее обручальное кольцо. Средневековое обручальное кольцо. Историю о новой находке я продолжу из Великобритании, в поле Дорсета, графство на юго-западе Англии, где археолог-любитель нашел удивительный артефакт.
Часто любители металлоискателей возвращаются домой с пустыми карманами, но Дэвиду Борду несказанно повезло. На глубине чуть более 1 метра в грязи он нашел золотое кольцо с бриллиантами, почти в идеальном состоянии. Борд еще в далеких 1970-х годах занимался поиском артефактов, но потом бросил это дело на долгие годы, и с 2019 года этот поход был вторым и сразу же таким успешным. Он считает, что такая находка бывает раз в жизни, ведь в те времена такие драгоценности не производились массово, и мастер в каждое кольцо вкладывал свою душу и создавал ювелирное украшение с максимальной дотошностью. Уже сейчас это кольцо на аукционе оценивается в $50 000. Датировку и подлинность кольца проверяли в Британском музее. Изучив историю Земли, где было найдено кольцо, специалисты определили его владельцев и примерный возраст. Предполагают, что кольцо подарил сэр Томас Брук своей возлюбленной Джоан Брук, когда они поженились в 1388 году. Именно Томас Брук владел этой землей и был очень богатым человеком своего времени. Две переплетающиеся полосы образуют внешний круг кольца, символизируя слияние двух жизней. Внутри браслета была надпись на французском языке, что переводится как «Я держусь твоей веры, держись моей». В Англии очень развито хобби по поиску артефактов с помощью металлоискателей. Так, несколько лет назад подросток в Хартфордшире обнаружил бронзовый топор, который датировали 1300 годом до нашей эры. А вы знали, что Моана – это реальный персонаж в истории? Реальная принцесса племени Маори. В биографии этого мультипликационного персонажа есть реальная история. Когда сценаристы начали работать над проектом, то внимательно занялись изучением истории Полинезии. Для создания главного персонажа в мультфильме «Моана» они взяли образы сразу нескольких местных женщин. А самой знаменитой из них была Тепуэа Херанги. Племя Маори еще называют Тихоокеанские викинги из-за их воинствующего характера и образа жизни. Они даже принимали участие во Второй мировой войне на острове Британии. История принцессы началась в конце 19 века. Принцесса была действительно дочкой короля Маори. В связи с тем, что правящая династия была немногочисленной, девочку с малых лет растили как будущую правительницу. В 12 лет ее отправили в пансион, чтобы она лучше адаптировалась к жизни в более развитых странах. Из-за ее внешности у нее были большие проблемы со сверстниками. Спустя 3 года у нее скончалась мать, и ей пришлось вернуться на родину, чтобы занять место мамы. Она не могла прижиться у себя на родине, она напрочь отказывалась выполнять положенные на нее обязательства. Она меняла мужчин и начала пить. Только к 40 годам она успокоилась и вышла замуж. За это время в племени скопилось множество проблем, голод и хаос. Базовое воспитание все же было очень крепким. Женщина переживала о своем народе и, отказавшись от пагубных привычек, согласилась выполнять положенные обязанности. После Второй мировой войны в Новой Зеландии случилась страшная трагедия, и Тепуэа забрала под свое крыло множество осиротевших детей. Она воспитывала их как своих. Скорее всего, из-за своих вредных привычек в молодости она таки не смогла родить детей. Принцессу заметили высокопоставленные новозеландские чиновники и стали выстраивать с ней связь, освещая все в прессе. Но женщину раздражало, что к ней обращались с использованием этого титула. Она считала это высокомерным, тем самым укрепила свой авторитет среди своего народа. Британия и Новая Зеландия пытались использовать ее власть в своих корыстных целях. Тепуэа наградили за спасение сирот серебряной медалью короля Георга, а Британия присвоила звание командора Ордена Британской империи. Она пыталась отказаться от этих наград, но тогда бы ухудшились отношения Британии к племени Маори, и ей пришлось пойти на уступки. В итоге ей удалось вывести из нищеты свое племя, дети Маори смогли получать европейское образование. Однако в старости она стала склочной, подозрительной и капризной. От нее отвернулись друзья и близкие. Жаль только, что проблема была не в ней, а в болезни, которая поразила ее разум. Но когда об этом узнали друзья, было уже поздно. Умерла Тепуэа, не дожив до своего 70-летнего юбилея. Если в этой истории дипломатические связи налаживали с помощью наград, то в Южной Америке это делали с помощью обезьян, принесенных в жертву. Получайте 10% годовых по накопительному Альфа-счету. Самая высокая ставка в России. Альфа-банк – лучший мобильный банк. Дипломатические связи в древности. Геополитика всегда была сложным процессом, и в разные времена правительства использовали разнообразные методы для достижения мира, заключения контрактов или выстраивали таким образом свои отношения с соседями. Так, в Южной Америке 1700 лет назад обезьяна стала подарком майя Теотиуакану в период мира и дипломатии, прежде чем две группы в конечном итоге столкнулись. Обнаружили скелет в 2018 году во время раскопок под пирамидой на площади Колон в древнем городе Теотиуакан. Тогда археологи нашли кости
кости животных, множество драгоценностей, статуэток и обсидиановых ножей. Обнаружение скелета паучьей обезьяны здесь вызвало шок у археологов. Эти существа не жили в сухой среде рядом с Теотиаканом, однако их было множество на территории майя, что в 1500 километрах к востоку. Проведя анализ останков обезьяны, ученые определили, что это была самка в возрасте 5-8 лет. Также им удалось определить, что обезьяну словили в тропических лесах, когда ей было примерно 3 года, а следующие годы жизни она уже питалась в засушливой среде – инжиром, фруктами, кукурузой и перцем чили. Все это время обезьяна жила в деревянной клетке, которую периодически грызла, пытаясь выбраться наружу. Ее похоронили заживо примерно в 300 году нашей эры, предварительно связав руки и ноги. Согласно этим данным, можно с уверенностью сделать вывод, что майя подарили Теотиакану обезьяну в период дружеских отношений, о которых ученым известно очень мало. Подобный случай был в современной истории, когда Китай подарил Соединенным Штатам в 1972 году панды Лин-Лин и Син-Син. Но есть и другой сценарий появления обезьяны в Теотиакане. Возможно, Теотиакан завоевал города майя, украл обезьяну и членов королевской семьи. Теотиакан был крупнейшим городом тех времен. Только по примерным подсчетам там могло жить около 100 тысяч жителей. А на нашем канале живет и активно смотрит видео уже почти 500 тысяч человек. Чем вам не Теотиакан современности? Подписывайтесь на канал, жмите большой палец вверх и оставляйте свои хорошие комментарии под видео. Спасибо за ваши просмотры, всем пока!